Москва – город, в котором история и современность переплетаются в удивительном ритме. Сегодня мы отправляемся в путешествие по его знаковым местам. Наш путь начинается в московском метро, одном из самых красивых в мире. Мы направляемся на станцию Воробьевы горы, единственную в столице, расположенную на мосту через реку. Отсюда открывается захватывающий вид на Москву-реку и Лужники. Далее нас ждет Мосфильм, легендарная киностудия, где создавались культовые советские и российские фильмы. Здесь можно увидеть старинные декорации, реквизит и окунуться в мир кино. Следующая остановка – Поклонная гора, место памяти и славы. Здесь возвышается величественный монумент Победы, а в Парке Победы можно увидеть военную технику и почувствовать дух истории. И, наконец, наш маршрут завершается в сердце деловой Москвы – Москва-Сити. Современные небоскребы, панорамные виды, огни мегаполиса. Здесь Москва предстает совершенно иной, динамичной и устремленной в будущее. Этот город удивляет, вдохновляет и навсегда остается в сердце. Поехали! Всем привет, друзья! Всем привет, друзья! Сегодня мы начинаем наше видео со станции метро библиотека имени Ленина. Так, нам туда навернулись. И сейчас мы с вами направляемся на Воробьевы горы. Но в этом видео будет не только Воробьевы горы. Да, будет много всего. Дальше сами все увидите. Мы уже были в прошлом году там. Видео тоже есть. Будем кататься с вами на канатной дороге. Да, сегодня, кстати, без детей. У детей сегодня выходной. Да, сегодня, вы, как вы могли заметить, наверное, уже мы без детей. Это наше было общее решение, так как ничего такого детского развлекательного сегодня у нас не будет. Прекрасно. Мы туда пошли. Арбатская. Вот Как раз тоже там. А, точно. Ничего такого детского развлекательного сегодня не будет. А впереди еще много всего нас ждет за наш отпуск. Поэтому мы вместе с детьми приняли решение, что они сегодня починят дом, отдохнут, посмотрят мультики. Новая игра там у них какая-то вышла, поиграют. В общем, детей накормили, сами собрались и погнали с вами. Кого-то где-то зажало. Все, в общем, приехали мы. Станция метро Воробьевы горы. Вокруг стекла. Сейчас едет, кстати, будет видно. Мы с вами находимся над рекой. Сейчас все сами увидите. То это МГУ виднеется. Ну, там вон Москва-Сити. Прямо Москва-Сити, а здесь комплекс Лужники. А, нет, погоди, да. Нет, Москва-Сити вон там, ее не видно, это что-то новое. Так, в общем, здесь на станции еще всякие кубки стоят. Вот здесь вот КВН. Международный турнир КВН 2012 года. Там кубок по волейболу в Италии выиграли. Ну что-то. Что это? Станция открыта 12 января 1959 года. Диалогия возрождения легенды.
Ну да. Мы прошли в экскаваторную галерею. По-моему, так называется. Поднимаемся наверх. Если что, сегодня будет не так, наверное, много воробьевых гор, как у нас в прошлогоднем видео. Так что, если интересно, смотрите прошлогоднее видео. Тогда мы были здесь в конце мая, где-то в начале июня, может быть. И все было очень зеленое, очень красиво. Сейчас немножко не так. Канатная дорога тоже пока не вижу, чтобы работала. Мы в первую очередь за канатной дорогой сюда приехали. В общем, сейчас дойдемся сами, посмотрим, узнаем. Я надеюсь, что она работает, что там просто не было в тот момент желающих поехать. Но, блин, это странно. Так что, в общем, смотрите, если что, прошлогодние видео нашей поездки в Москву. И вот здесь уже просто прямо идти на... Сейчас мы поднимались сюда быстрым и легким путем на эскалаторе. В прошлогоднем видео мы шли по парку, по лестницам, по дорожкам, по тропинкам. Да, там очень живописно. Да, но так как сейчас никакой красоты там нет, поэтому мы выбрали короткий путь. Но можно также сюда подниматься снизу, с набережной, по тропиночкам, по парку, где очень красиво. Не, 50. А, туалет, да. Туалет 50, ой, 100 рублей, а что там еще за 50 Ну, есть? так это, наверное, где-нибудь пенсионерам или где-то. А, да. В общем, туалет здесь 100 рублей. 100 рублей туалет. Хорош. Исторический туалет в ГУМе 200 стоит. Красота. Что это спортивная аллея, как-то так называется. Пешки на лыжах с трамплином, Уже вторая кафешка, кофешоп. где можно, да, попить чаек, кофеек, перекусить. Все есть. Площадочки для детей, качельки. В общем, очень крутая локация на самом деле. Так, здесь же эти пушки стоят. Мы где-то видели, вон там внизу стоят, и здесь. Прям видно. Все, мы на месте. Не прям на месте. Ну, практически. Это же не те кабинки, вообще, это Вот. такие, где ты сказал. Да. Вот там Москва-Сити. Ну ладно, сейчас попозже. Получше покажу. И Лужники. Вот, практически пришли. Сладко по кайфу, солнышко пригревает. Красота, люди гуляют, пахнут вкусняшками. Вот такие кабинки, кстати. Ну, еще говорят. Только стоимость уже не написано, как своя подходит. Чай из самовара 200. Ну вот цены видите, в принципе. Пирожки 150. С пиццей он есть 300-350. Мгм. А, Москва-Сити, вот. Отсюда самое нормальное надо показать. Мы туда еще тоже пойдем. Пахнет, как будто мы шашлычки на дачке Мгм. делаем. Что? А, надо типа погреться можно здесь. Пропахнет. Ну и пропахнуться, да. Классная. Дизайн классный. А. Кактусы. И сноуборд. А, нет, это лыжи. А, нет, сноуборд и лыжи. Ой, здесь немножко травка, смотри, зеленая появляется. Ну, Ура, хоть где-то. Не хватает, знаете, ребята, только зеленушки не хватает. Все круто, не хватает зеленого. Ну, еще, что мы имеем? Еще конец марта только, да? никогда. Что нам сюда? Или туда, я уже забыл. Дальше. Дальше. Печальная печаль, ребята. Я немножечко забыла. Но причем информации на сайте я вчера это не увидела. Я помнила, что мы в прошлый раз тоже здесь были в понедельник. И что как-то работает канатная дорога не с утра. Но вчера информации нигде не нашла на сайте. В общем, мы приехали, сейчас время 2 часа. А канатная дорога сегодня работает только с 4 часов. Во вторник и среду с 11.
А вторник, среда, четверг, пятница с 11. Выходные праздники с 10, но понедельник с 4. Ну, короче, вот вход тут. Поэтому, не знаю, будем болтаться, что ли, тут 2 часа где-то. Не знаю. Есть где поболтаться? Причем я реально, я вспоминала, Тут думаю, нету что воды. в понедельник она точно Фига себе, работает. вода, блин, 950 не с рублей самого бутылка. утра. Но я думаю, 2 часа, в принципе, уже такое время, когда должно работать. Но нет, ребята, 4. Так что если соберетесь сюда в понедельник, имейте в виду, что она работает с 4 часов. В остальные дни нормально, в остальные дни более-менее с утра. И вообще, если планируете поездку в Москву, смотрите определенные места, у многих мест выходные, у кого в понедельник, у кого в вторник, у кого в среду. И от многих часто слышу, что, запланировали на этот день туда-то, туда-то, приехали, все закрыто. Всегда смотрите тоже информацию. Что-то на площадку смотровую. Там есть кусочек вроде. Вот здесь недалеко от проката. Типа смотровой площадки. Господи, зачем там надо тормозить построить? Нет. Сколько людей, посмотри. Экскурсии. Солнышки А вот есть. слева красавец МГУ. Ну, надо вот, наверное, в ту сторону сходить. Также там рядом есть ботанический сад. Правда, не знаю, Так, как сейчас. он Блин, работает. все в дымке как будто немного. Но везде так. Экскурсии, кругом экскурсии. Красота. Но ветер, кстати, сейчас не такой холодный. Да, несмотря на то, что мы находимся на возвышенности довольно-таки мощной, ветер послабже и не такой пронизывающий. Красавец Москва-Сити, правда, тоже немножко в тумане. Не так четко видно, но красота. Вон здесь на сноубордах гоняют. Ну, вон там увидел тоже на зиплайне на каком-то. Так зипайн же есть здесь вроде. Нет, разве? Кстати, друзья, интересный факт. Это место, Воробьевы горы, получило свое название из-за поселка, который назывался Воробьево и находился здесь в средние века. Вот почему здесь такое название, а не из-за воробей, из-за воробьев, как многие могли бы подумать. Также здесь, в общем, есть зиплайн, вот рядом с нами находится. Зиплайн стоит 3000 на буднях и 4000 в выходные для взрослых. И я бы вроде как и хотела прокатиться, но одной не очень хочется. Был бы со мной Ярослав, прокатились бы в прошлый раз, что-то как-то не увидели его. В общем, походили, погуляли, место классное, но подумали, что 1,5 часа все-таки мы не будем еще ждать, когда откроется канатная дорога. В принципе, в том году мы катались, ничего нового для себя мы не откроем, тем более виды, я думаю, были более живописные в зелени в прошлом году. И если мы будем здесь 1,5 часа ждать, то мы не успеем посетить еще одно место, в которое мы далее направлялись и в которое мы сейчас с вами направляемся, так как вечером в 7:30 у нас тоже запланировано мероприятие. И если мы прождем здесь до 4, то отсюда нам придется возвращаться сразу в апартаменты. И мы с вами не сможем посетить Поклонную гору, куда мы с вами сейчас и направимся. В общем, Воробьевы горы обязательно, конечно, рекомендуем к посещению, если будете в Москве. И сейчас постараемся сюда вставить видео из нашей прошлой поездочки по канатной дороге на Воробьевых горах.
карта. Где тут что находится? И здесь. Здесь видно было. Так, все, ребят, мы добрались до МГМУ. МГУ. Московский государственный университет имени Ломоносова. Ну там против света снимаю, поэтому не видно его. Как я сказал? МГМУ. МГМУ. МГМУ, короче. Все, И теперь нам вот туда идем. Поворачиваем направо. Все, жарко стало опять. Что касается Воробьевых гор, там можно гулять не только наверху, где мы с вами сегодня прошлись, но и внизу. Внизу есть очень живописная набережная, которая особенно прекрасна с мая, мне кажется, наверное, и до октября. Очень красиво, можно погулять, есть разные фудкорты, скамеечки, отдохнуть, парки разные. Поэтому Воробьевы горы это не только то, что наверху, но и внизу. Так, кстати, очень клевые хот-доги продают. То, что внизу тоже мы снимали в прошлом году. Ну, возможно, если не забудем, добавим сюда подсказочку, чтобы вам не искать, чтобы было проще посмотреть прошлое наше видео про Воробьевы горы. Так, мы уже очень много прошли пешком, ничего не снимали. Мы уже чуть ли не до Москва-Сити дошли. Мы сейчас с вами идем по Мосфильмовской улице. Здесь находится музей Мосфильма. Очень я бы хотела его посетить, но почему-то в интернете билетов нет. Причем я начала классный. мониторить билеты еще из Петрозаводска, еще за недели-две до нашей поездки. Слышала, что там большие очереди, нагруженность, надо бронировать билеты заранее, но постоянно мониторила, билетов не было. Раз уж проходили тут неподалеку, решили завернуть, может быть сейчас заглянем, спросим, что там по билетам, можно ли купить билеты. Хотя бы не Да, на сегодня, если но можно будет сегодня купить, то вообще замечательно. Меняем планы и идем на Мосфильм. ну, хотя бы даже если не сегодня, просто где-то дни, пока мы здесь купить, было бы круто. Еще один автодом. Уже третий на этой улице, кстати. Я потому что парковка бесплатная. О, на Kia прицеплен автодом. Вот там, кстати, баскетбольная площадка. Здесь видно. В общем, тут летом здесь, наверное, вообще балдеж просто. Столько зелени здесь будет. В прошлую нашу поездку мы здесь не ходили. Все, мы добрались. Так, у меня опять режим не тот стоит. Красота, красота. Я прям уже очень бы туда бы хотела. Я думаю, что немножечко покачаться на качелке. Да, сейчас отдохнут ноги и... Вон как раз написано касса, кстати, рядышком. Ну вот, касса может. Да. Только я не хочу в составе этой группы. Если... Ну хотя, блин, наверное, там такого и нету. Там, по-моему, экскурсия есть, аудиоэкскурсия есть. Вообще без экскурсии можно, по-моему, гулять. Катя, что ты делаешь-то? Толкаюсь. Что, боишься? Мне вообще-то держаться-то нечем. Зачем тут держаться? Так ты так дергаешь. Давай, теперь давай я так буду делать, давай. Ага. Сиди, сиди. А я Чё ты? боюсь соскальзывать. Ну так я тоже. Короче, ладно, мы будем качаться, я выключаю. Все, сидим, качаемся пока. Сейчас пойдем узнавать. Кстати, вон еще один автодом там. Прям много автодомов. 77-й регион, не знаю откуда это.
Если бы еще не шум стройки, было бы вообще замечательно. Ветра нет. Балдежно. Катя там у них на сайте ползает. Все, Катя стоит, позирует, думала, что фоткается. Я тебя сфоткал уже? Ты один раз посмотрел. Нет, 3 раза. А сейчас выйдем, еще раз сфоткал. Ну, наверное. Там все лентами. Нет. Ничего не понял. Здравствуйте. Нет, это никак не можно. Это кинотеатр, да? А это где? Сюда? Все понятно? Спасибо. Никого нет. Он что-то стоит. Короче, отсюда идти еще написано 7 минут. Да нет, вот через одно здание вот на карте. Через одно здание. Ну ладно, сходим. Да не вообще, кто шел? Лилипут? 7 минут. Так может вход через 7 минут будет. А? Может вход-то через 7 минут будет, даже площадь огромная. Всех этих домиков всяких из фильмов. Галерея нам не особо нужна. Давай лучше тут пойдем. Угу. Короче, кстати, я забыл провод. Powerbank взял, а провод забыл. Камера села. Сейчас будем еще искать провод теперь. Где купить. Еще один автодом. А, и вон там... А, это телевидение. А, вот еще один. Смотри, что за фигня? И опять главное 77-й регион. Думаешь? Да не. Там же далеко будет тоже. В общем, автодомов здесь прям много. Но я думаю, потому что здесь парковка нормальная, бесплатная. Еще впереди автодом. Вон телевидение. Да, в Питере видели такую машину. Все, в общем, увидимся, когда купим провод, наверное. Так, не знаю, в общем, здесь, не здесь вход. Вон там техника стоит какая-то. Ну, вот здесь написано, типа что-то там отвалилось немного. Ну, сейчас разнюхаем, в общем. А, вон там еще, кстати. Плакаты. В общем, мы вышли, но мы в любом случае туда не попадаем, потому что туда нужны документы. Сейчас узнаем, что почем там и как. Короче, Катя попозже позвонит, узнает информацию. Там очень долго ждать. Там сначала... Ждали, но в итоге там, короче, все по предварительной записи. Там всех вот заранее записывают, потом на вас оформляют пропуска. В итоге мы ждали, когда начнется их время началось, их всех пригласили, начали выдавать пропуска. Прошло там еще 10 минут, но никуда народ не двигался. В общем, мы решили не терять больше времени. Позвоню по телефону и узнаем уже по телефону. Удастся ли нам в этой поездке посетить все-таки. У нас очень бы хотелось. Ну да, там очень круто. А сейчас мы забыли, ой, смотрю,
А сейчас нам нужно где-то найти провод, потому что мы взяли с собой, забыли взять с собой провод для зарядки. Powerbank взяли, провод нет. Батарейки уже очень мало на камере. Классно. И хотелось бы что-нибудь где-нибудь еще купить, перекусить. Как здорово. Так, ребят, смотрите, в общем, здесь Армен Джигарханян, 2002 год. Никита Михалков, Никита Михалков, Евгений Миронов, Миронов. Банкоматов, Олег Меньшиков. Тут почему-то это... Здесь почему-то удалены. Кто-то оторвал, что ли. Александр Абдулов, Олег Стриженов. Ну, и вот здесь. Шурикова. А, и тут еще, ничего себе. Шурикова, Машков. Ливанов, Матвеев, Ульянов. Вера Оленкова. Идешь, и все время где-то что-то крутое. Так, в общем, мы по пути наткнулись на пятерочку, зашли, взяли себе пирожки. Я взяла себе слойку с говядиной и слойку с сосиской. Я самсу с говядиной 2 штуки взял себе. Да, даже кока-колку, водичку 350 рублей. Ну, в общем, все. Перекусы И- купили, провод еще. Да, там аппарат стоял. Вот такой провод, в общем. Я не такой хотел, конечно, покупать себе, ну ладно, это тоже пойдет. Да, очень удобно, прям аппарат стоял. Взяли. Все, будем кушать. Угу. Так, в общем, у нас новые приключения. Там будет дальше железка, где-то железная дорога, в общем. Здесь река, нам надо вон на ту гору. Сначала мы вот обходили эту трубу. Короче, мы легких путей не ищем, ребята, если кто еще не понял. Вот видите, труба огромная. Вот мы ее сначала обходили, потом туда пошли. Сейчас посмотрели все-таки переход через железку там. Нужно было А, и через параллельно реку вон тоже там. на метро и доехать до на метро до парка. Но зачем, правильно? Если можно погулять. Идем гуляем. Здесь, кстати, река Сипунь. Правда, она такая чистая. Ну, она видно, что прям совсем стоячая, как почти. Вон скамеечки есть. И когда тут все зелено, опять же, наверное, очень красиво. Вот смотри, крокодил плывет. Ну да, тут мусора, конечно, накидано тут мелкого. Пойдем через мостик, а потом будем вот туда подниматься. Где-то переходить. Так, все, мы уже на переходе. И сейчас будет тяжеленький такой подъем. Настроение песенное. Лестница интересная, видали? Прям как будто на Газпром-арене на концерт идешь. Да? Кайфово, когда тут зеленое. Ну да. Тут, наверное, ключи, кстати, есть. Только хотела сказать, наверное, обрабатывают тут отключили. Все-таки это город. Ну, город-то город. а Есть еще такой фактор, как халатность. Сомневаюсь. Все, уже можно спалить. Дули. Можно отдохнуть. Кстати, друзья, знаете что? Приколюха. Мы почему сейчас вообще никуда не торопимся? Если вы заметили, вначале мы торопились. У нас на сегодня было запланировано мероприятие. На 19:30 у нас куплены билеты на стендап-концерт комиков с ТНТ, с YouTube-площадки. Ну, в общем, нам пришло сейчас письмо на почту, сообщение на телефон, что сегодня концерт отменяется. Нам предложили перенести его на другую дату, либо вернуть деньги за билет. Сказали, есть 2 дня, чтобы подумать. Я пока ничего не ответила. И, в общем, поэтому мы никуда уже не спешим. Потому что мы думали, что нам нужно успеть все сделать до 7. Чтобы всем уже... Причем очень удобная локация. Концерт прям будет в баре, в том же доме, где мы живем. На Новом Арбате. Поэтому вообще по кайфу там идти никуда не надо было. И думали, к 7 нужно вернуться домой. А теперь мы не ограничены во Ой, я времени. устал. И вообще нормалечек, идем, не спешим. Только я задолбался здесь все. В общем, поднялись мы, сейчас сидим, отдыхаем здесь
Это уже вторая, кстати, стоянка. Здесь можно посидеть. И там посередине примерно можно еще посидеть. Мы, в принципе, уже почти пришли. Вот там в тот переход и все. Мы перешли дорогу. Ну, да. Светофор Ласточка горит всего 6 какая-то. секунд. Это самый короткий светофор из всех, которые я когда-либо видела. Ну, И да. только что, знаете, что мы видели? Мы видели, как Ой. снимали кино. Только что ехала машина, такая большая, сзади у них был открыт, короче, багажник. И оттуда сидели с камерой, снимали, как чувак на мотоцикле за ними ехал. Вот. Мы и смотрели. Да, так что мы попали в какой-то фильм. Потому что камера на нас прям попала. Верите в кино. Семейный ТВ в кино. О, А, нет, солнце, смотрят на солнце. Но. Ничего себе. Я чуть не ослепла. Фига, туда прям с этим можно. А, это проход же. Нет прохода. Нет прохода. Нет прохода. Проход. Да. Странно. Ага. Вообще я бы от очков не отказался. Я иду по городу, условно чумачейчик. От солнца, что вырвется, я не цинурапейчик. Все, опять авторские права прилетят. Даже вон цветочки стоят. Не настоящие. Ну, то все равно красиво. Кстати, домой бы можно было такое поставить, если бы было место. Все, наконец-то мы добрались. Ну, практически. Да, мы зашли немножко не с центрального входа, не с того, с которого привыкли заходить люди. Мы зашли немножечко с другой стороны. Ну, какая к нам ближе была, там, собственно говоря, и зашли. Да, только тут прям против солнца снимаю. Ну, смотрится очень красиво. Правда, не знаю, как на камере смотрится. Живо очень. В камере там вообще все темное. Сейчас поближе подойдем. В честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. О. Что-то все равно фигово видно. В общем, сегодня вообще с кайфом гуляем. Медленно так. Да, если бы, конечно, мы заранее знали бы, что нам отменят стендап, то мы бы, конечно, наверное, все-таки дождались бы открытия канатной дороги. Но мы торопились, потому что подумали, если будем ждать, потом пока покатаемся, не успеем сюда. Но в итоге нам все отменили, и мы прям начали на расслабоне. Позвонили детям, они кушают, все хорошо, и у нас все хорошо. Туалеты Сюда. здесь. Интересно, бесплатные? Вроде бесплатные были. А, да, видно, что бесплатные. Так, все, до следующего включения. Семейный ТВ. Так, в общем, мы сидим до сих пор. Ой, Ай. что ты меня снимаешь? Мне, кстати, вот Ваня шапочку любезно подогнал. Да, кстати, Потому классно же, да? Сзади вообще продувает затылок максимально, а капюшона у меня нет. И вот мне Ваня дал свою шапочку. Говорит, что очень-очень В красиво. общем, Катя говорит, что мы пойдем сейчас в Москва-Сити. Я не, вот что-то не уверен. Да, мы пойдем, конечно. Раз мы не пойдем на стендап, мы пойдем в Москву. Ну ладно. Поклонная гора – одно из самых значимых мест Москвы, пропитанное духом истории. Название ее связано с традицией путников, которые здесь останавливались, чтобы поклониться Москве перед въездом в город.
Но особую роль гора сыграла в годы Великой Отечественной войны. Именно здесь должны были пройти войска вермахта в случае захвата столицы. Однако этого не случилось. Советские солдаты отстояли Москву. Сегодня Поклонная гора – символ памяти и мужества. Здесь возвышается монумент Победы, горит вечный огонь, а в Парке Победы можно увидеть военную технику и экспозиции, посвященные подвигу народа. Это место, где прошлое напоминает о себе, чтобы его никогда не забыли. Так, мы залетели в переход. Мы покинули с вами Поклонную гору, теперь направляемся в сторону Москва-Сити. И тоже, как, наверное, вы догадались, пешком. Тут вечериночка. В этот раз в эту поездку очень много музыкантов, и это не может не радовать. Очень любим музыку. Все, на подпевку ему идти. Триумфальную арку. Так, мы на Кутузовском проспекте практически пришли. О, интересно, пушки настоящие. Так, ребята, я надеюсь, вы лайкосы там влепили уже. Ты уже не поставил, срочно все ставить лайки. Приду, проверю. И пишите в комментариях, кто где был. Ну, в смысле, из нашего видео. Городская могила. 300 воинов-героев. 500 воинов-героев Отечественной войны 1812 года, павших смертью храбрых в Бородинском сражении. Здесь сразу находится Михайловская церковь, часовня. Слева от нее будет Кутузовская изба. Правда, ничего про нее не знаю, честно. Потом, если что, добавлю Ну, вам а тут информацию. памятник Кутузову. Кутузову, да. И вот там вот еще левее каретный сарай. Представляешь? Мы в прошлый раз тут пролетели мимо. Сейчас быстренько посмотрю. 1783 года. Разался палец, не нажимается язык. Там что-то написано, я сейчас не вижу. Ну, вот. Что там, каретный сарай? Он восстановленный. Кутузовская изба, военно-исторический музей в Москве, посвященный памяти военного совета в Филях. Отдел музея панорамы Бородинская битва. Видимо, какой-то музей. Дата основания 1887 год. А изба, видимо, вот 1783. Вон там что-то написано. Надо не подойти, можно подойти. Может, Не. с другой стороны можно подойти, или это работает? Да не, здесь вряд ли. Ну, да. Хотя, может, вход где-то там. Работница, наверное. Хорошо, наверное. А он что написано? Кутузовская изба.
Да, вот там. Департамент культуры города Москвы, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы, музей «Панорама», Бородинская битва, экспозиция «Кутузовская изба». О, Вот Кутузовская изба, видимо, и рядом вот это каретный сарай. Это экспозиция. Потому что сзади нас, вот это, я так понимаю, что это вот музей какой-то Бородинской битвы, круглый, такой большой. все, двигаемся дальше. Так, мы, кажется, нашли что-то интересное. Сейчас посмотрим. Какой-то домик разрисованный. Арка прикольная. Здесь немножко, а тут он прямо на бодрых. О, ну, вообще удобно, если тут живешь, то там кофеек сразу продает там. Финёк, если ты живешь дома, делать надо. Не, ну типа выскочил, взял на работу. Красоте. В Питере, кстати, много граффити видели, в Москве как-то не так, чтобы очень прям, да, вот тут все какой-то. А тут смотри, он типа как будто бы сцена. Ну да, Как таком шеревенечко вроде. что-то интересное. Как красиво нарисовано. Как будто настоящий. Там вон жираф еще. О, 16, смотри, фонарик, можно полежать в нем. Как раз для нас. Угу. Сейчас мы тут лампочки горели, и вообще красота. Что прикольно сделали. А вот тут такая лаунж-зона. А вон еще что-то разрисованное. Ой, Все, это оставим, же туда Рафик, больше не смотри, будем. Так я его снял. Смотри, она как будто 3D, как будто рак. А, это она реально торчит ванна. Она реально торчит из Не, стены. ванна, да. Так прикольно. Вообще мы продолжаем движение в сторону моста Багратион, чтобы увидеть Москва-Сити. И вот наткнулись А, тут, блин, случайно на тут такую- краска обрезала, там вон утята купались. А, ну посогласен. Блин, как здорово. Там жираф с лосоткой. Блин, и там разрисовано, ладно, в общем, тут что-то интересное, но нам зачем туда-то? Так а зачем нам туда, если нам все равно? Мы так можем пройти? Я думаю, что Туда да. пойдем. Кофе с собой тоже, он кофеек. Тут что-то интересное. Одни кафе, главное. Тоже Потому кафе. что, знаешь, какие-то нравы, что кайфы. Кайфы. интересно. Прям смотри, пешеходные дороги, как Я не отмечают. могу понять, это жилой район, или это промышленный какой-то, или что, или это офисы. Строение какие-то дома. Строение какое-то. На Севкав порт, или как Севкабель порт. Немножко. Ух ты. Севкав ТВ, да. Похоже. Исключительно свежее мясо. Необычные донорные завтраки. Чуть не забыли про супчики. Тут, наверное, короче, офисы. А это все для них тут. О, там вагон, смотри, прикольно сделано. Вагон, видишь? Классно. Прям нарисовали так. Как здорово. А если что-то будет, еще включимся. Вот такие качели. Ну, на них, конечно, не покачаться. Работали комсомольские активисты. Короче, непонятно, что это за место. Сейчас, погоди, я Google карту открою. Там написано в этом видео ковер, на ну. стене. Так, А, тут блин, увеличь вот эту точку. домашний текстиль, магазин. Сейчас, ребят, посмотрим по карте, что это такое. А, убежал. Ничего не написано. В общем, вот. Ничего такого не написано. Ну, прям приятное такое место. Приборных, что-то приборных там было написано. О, смотри, окна вон там прикольно тоже сделано. Там котик спит. Ой, я не вижу, что снимаю.
Интересные места. И опять кофейни. Одни кофейни. Забавная картинка. И вон тротуарная пешеходная дорожка. Лайка лаунж. Тут темные эти окна. Там народу тут какой немало сидят. Так, смотрите, тут прикол. Мыши типа. И так вот, хоп сюда. Хоп. Прыгает, прыгает. Прыгает туда. Очень прикольно сделано. Креативно. И вон гирлянды, видимо, вечером светиться будут. Опять кофейня. Туда? Туда? В общем, двор с миллионом кофеин всяких. А, ну вон тут МАЗ, или что написано? МТЗ. Как-то МПЗ, наверное. Чего тут вся территория? Типография. Еще что-то. Так, мы все ближе и ближе. Блин, нифига, на камере еще светло, а у нас уже как бы темновато. Ну что, мы практически пришли. Правда, я это уже говорил. Ну что, мы пришли на пешеходно-торговый мост. Практически. Башня 2000, и в ней пешеходный мост Багратион. Мы дошли. Ура! Не, на самом деле идти тут было недалеко. Но мы немножко туда заглянули, сюда заглянули. И у нас, наверное, было посветлее, чем сейчас. Ребята, вы только посмотрите, какой шикардосный вид. И причем Москва-Сити прекрасен всегда, он в любое время дня и ночи прекрасен. Но вот это вечерние вот эти огоньки, подсветочка, это что-то нереальное. Такое ощущение, как будто это все не настоящее. Такая красота. Срочно лайкосик под видосик. А интересные трамвайчики. Красота. Еще в воде так отражается. Конечно, в прошлый раз не такая картинка была. Сейчас поинтересней. Мы в прошлый раз тут были и днем, и вечером, в разное время. И фотки у нас есть в разное время. И я говорю, Москва-Сити прекрасен в любое время. У парня прикольный костюм. Светится. Сейчас Катя там сторисы запишет себе. А, все уже. Все, Катя записала сторисы. Теперь идем на мост. Ветер поднялся сильный. Здесь, ребята, если что, есть все, наверное. Не, ну, типа покушать тут много чего можно. Тут, кстати, на аккуратно плитка шатается там. Здесь покупали и выпечку, и мороженое, и напитки, которых даже где-то не найти. Кстати, что-то это здесь прям много всего закрыто. Я вам наврал в начале. Что-то я не Тут пойму. вообще все пусто. В прошлый раз, когда мы были, тут нам перерыв 5 минут, смотри, Да. ничего нет. В прошлый раз, когда мы тут были, тут было куча всяких. А, заведений, я понял, с чем это магазинчиков. связано. Всего. Вход в мост, вот тут вон тоже всякие столики, можно было сидеть и кушать, прекрасно видно. Вот туда. Да.
совсем уж прям. Может, запретили здесь в принципе торговать, не знаю. Но вначале-то там торгуют. Попробую найти новости. Напишу на экране, что тут произошло. Тут прям вообще все закрыто. Ну да. Интересно. Ребят, в общем, мы нашли информацию, что с мостом, в общем, этот мост закрывают на ремонт, по идее, с 24 марта 2025 года до 25 июля 2026 года этот мост будет полностью закрыт даже для пешеходов. То есть поэтому все торговцы разъехались, все пустуют, да, здесь все, что турагентство, салоны, рестораны, все пустуют, все уже разъехались и уже вот-вот мост должны закрыть. Ну, по идее, его уже должны были закрыть. Сегодня. Но пока еще люди ходят, да, но в ближайшее время его закроют даже для пешеходов. И до Москва-Сити можно будет добраться только либо на метро, либо речным транспортом. Ну, либо, естественно, на машине, понятное дело. Вот такие дела. Че, наверное, тоже пойдем? Неожиданно, конечно. Да. Ну, мы сейчас видели. По идее, мы сейчас пришли и могли прийти уже просто к закрытому мосту. Это было бы вообще тогда, конечно. Это было бы очень обидно. Но мы успели еще. Не зря мы сегодня, видимо, решили сюда дойти. Прям как чувствовали, что надо именно сегодня. Сходим. Думали, что с детьми на днях добраться. Но, наверное, уже попробуем речным транспортом или как-нибудь не будем так рисковать. В общем, посмотрим. Ну, фишка в том, что вот сдалека-то, вот, где мы сейчас были кадром ранее, там самое красивое такое место. Ну, блин, еще и пешком спускаться. Ой, как не привык. Почему, когда на него спускаешься, всегда сразу тяжело становится идти? Вроде ступеньки, как обычные. Нет, мне кажется, больше они выше. Высокие. И сразу прям так ногам это тяжело. У меня с позоном просто стопчик. Правильно сказать. Так что, А я ребята, надеюсь, мы сейчас обратно, когда пойдем, его хоть не закроют. Ну. если вы планируете посетить Москву в ближайшее время, то лучше добирайтесь до Москва-Сити как-нибудь по-другому. Просто нереально огромные. В общем, мы с моста вышли сразу в торговый центр, в Афримон. Да, там купили кое-что попить. Посмотреть, как по людям, людей и довольно много. В общем, мы тут чуть-чуть поползаем, я, наверное, особо снимать-то не буду. Да, на экскурсии, Тут, кстати, если что, фотки. мы не собираемся. Да. И фотку здесь, кстати, не очень удобно делать. Здесь почти ничего не вылезает. Только на экшн камеру хорошо фотки делаются. Блин, ну все равно красота. Да, вот тут мы кушали мороженое в том году. Вот тут, по-моему. Все, в общем, мы... О, она загорелась. О! На время еще На камере, прикинь, не видно. А, все. работает Ну вот, короче. подсветка. Ну на камере Включаем, не видно выключаем. толком ничего. Ладно, в общем. В прошлый раз, кстати, она светилась здесь вечером больше. Но ее выключили тоже, потом прям внутри нас. Вот она, в общем, вот так она светится. И на этом нашу замечательную прогулку по Москва-Сити мы завершаем. Мы возвращаемся с вами на мост Ивана Грозного, который, слава богу, пока еще работает. В общем, с этой стороны закрыт мост. Придется идти как сюда шли, через Афримол, да.
Семейный ТВ, пам-пам-пам. Семейный ТВ, пам-пам-пам. Оформи подписку на канал, и в путешествие с нами ты погнал. Семейный ТВ, пам-пам-пам. Семейный ТВ, пам-пам-пам. Поставь лайк, комментарий напиши, и под этот трек с нами ты пиши. Ну что, друзья, в таком замечательном месте мы будем с вами заканчивать нашу сегодняшнюю прогулку. Я надеюсь, что вам все понравилось. Обязательно рекомендую к посещению в Москве Воробьевы горы, Поклонную гору и Москва-Сити. В общем, мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.